подозреваю, богатый человек на этой земле, да? Я надеюсь. Ну, Это что такое? Что у вас там за беда? Пищит, свищит все. Ну, скорая помощь поехала. Слушай, ты смотрел ролик, ну, когда мы беседовали, прошлый ролик сам? Нет, я не смотрю ваших блогеров. Почему? Там много полезного. Что интересно? Ну, например, помнишь, ты мне говорил, что Германия должна платить за меморандум, когда подписывали, да, за ядерку? Да, Так Германии США. нету там, во-первых, подписи Германии там нету, а во-вторых, Есть, даже подпись Китая есть, ты плохо смотрел. посол Германии Даже сказал... подпись Китая есть, Окей, не только Германии. Посол Германии недавно на вашем телевидении сказал, что это Филькина грамота, она не несет никакой юридической Ты был силы. на нашем телевидении. На вашем телевидении, на украинском языке. Что он сказал? Она, это не он, это женщина. М? Она сказала, что это Филькина грамота, которая не несет юридической силы. То есть еще тогда вас обманули, понимаешь? Дело в том, что слово правительственное, это же не просто Вася Пупкин какой-то, или Ганс там из подворотни подписал. Это подписало ваше правительство. Это документ. Это не Филькина грамота. Это документ. Более того, есть мировой порядок. Если страна отказывается от ядерного оружия, а этого очень хочет весь мир, и теряет при этом территории, ресурсы и все остальное, совершают такую глупость, то все остальные страны, вместо того, чтобы разоружаться, будут вооружаться. И я не думаю, что правительству Германии очень понравится эта штука, когда все вокруг будут иметь ядерные бомбы. Нет, тут И не только правительству Германии, и всем остальным странам. дело не в этом. Дело в том, что... И вот именно в этом и есть Но это дело. для некоторых людей, которые себе там что-то накручивают. А вот меморандум, допустим, возьмем даже, что Германия подписала, пойду таким путем. А есть какие-то... Она подписала. Окей, Более окей. того, меморандум был продлен. Обязательства есть какие-то? Описаны пошагово какие-то действия? Пошаговое действие не описано. Во. А обязательства есть. Поэтому это и нам есть Филькина грамота. нечего подписывать. Если бы не подписывали, обязательств не было бы. Так в этом и суть, что это надурили. Нет, не надурили. Не надурили. Украина первое в мире государство, которое под честное слово правительством других государств, это США, Франция, Германия, Китай и еще десяток стран потом присоединились к этому меморандуму. Под честное слово отдала все свое, более 2500 ядерных боеголовок. Так это не ваше было вооружение, это было общее советское вооружение. Это было наше вооружение. Российское осталось в России, наше осталось у нас. И это было наше оружие. Тогда вопрос на засыпку. Почему именно России отдали, а не Соединенным Штатам? Потому что с Россией были очень теплые отношения у Соединенных Штатов. И весь мир посчитал, что Россия очень хорошая страна и никогда не нарушит свое слово. Тем более, что она подписала этот меморандум и стала гарантом целостности. Ты читал же сам, там же написано, что эти страны являются гарантами территориальной неприкосновенности Украины. Ты Я прочитал? сейчас эту хохму своей половинке расскажу. Вот так. Можешь рассказать своей половинке, своей четвертинке и своей восьмерке, что и шестерке, что кому хочешь. Это мало интересует. Если ты читал сам меморандум, ты видел, что обещают эти страны Украине взамен, что Украина распилит какие-то боеголовки, какие-то ракеты, а какие-то боеголовки передаст на хранение. Я читал, я делал ролик, я даже вставки с интернета туда делал. Ну, и что?
Значит, ты Ну, читал, значит, вот ты стоит понимаешь, о чем я говорю. просто обещание о невторжении, и все. Нет, не О вторжение, суверенитете границ. не суверенитете границы, а не территориальной целостности Украины. Все правильно. Эти Потом идет страны, запятая. эти страны берут на себя ответственность на словах, Да. берут на себя ответственность, что территория Украины никогда не пострадает, не уменьшится. Нет, никогда это абсолют. А там стоит запятая и идет дальше продолжение. Ну, в каких случаях возможны какие-либо конфликты? Нет, никаких случаев там не описано, ты врешь. Ну зачем я в прошлом ролике делал Я не ставку, знаю, зачем мне вот не врать? надо ролик. Прочитай мне, где запятая, и написано, в каких случаях меморандум не работает. Прямо сейчас прочитать? Да, прямо Ну сейчас. вот открой да прочитай, почему я должен читать. Нет, Я читал. я объясню, почему ты должен читать. Потому что слова, доказательства лежат на плечах доказуемого. Если ты хочешь, если ты заявляешь, что там после запятой написана такая вещь, значит продиктуй эту вещь, прочитай. Алаверды, мил человек, алаверды. Если вы говорите, что там нет после запятой ничего и самой запятой нет, докажите. Нет, я не могу доказать того, чего нет, понимаешь? Так вот, Я нет, не можно могу показать, доказать что того, этого чего нет. нет, Это всё дядя. равно, что Можно показать, докажи, что этого нет. Что не существует Гарри Поттера, докажи. Так Как ты его это не можешь существует. доказать? Невозможно доказать то, чего нет. Понимаешь? Понимаю. Ну Но вот, есть документ, и можно показать, чего там нет. так возьми документы, покажи. Ну, я его показал в прошлом ролике, в прошлой нашей беседе. Я не смотрю твои ролики. ты мне Окей, мало люди интересен. смотрят, Твои люди ролики. другие смотрят. Да мне при чем здесь, я с тобой разговариваю, причем здесь, зачем мне твои люди? Ну, я вас просвещаю зачем немножко. мне Вот твои? не Ты царское меня это дело. просвещаешь? У тебя светильник еще, у тебя светильник не вырос, чтобы ты меня просвещал. Светильник. А вы хотите, чтобы вырос? Да, да, да. Нет, я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Но то, что Ой, ты меня дядька, ты просвещаешь, вот смешной. это действительно хохма, и можешь рассказать своей половинке. Вот лицо у четвертинке, тебя, дядька, и сестрам доброе. своим можешь рассказать. Ты как и восьмеркам. медвежонок такой, Какой? пушистый весь, добрый, а несешь злое от себя. Я ничего не несу. Я тебе говорю так, как есть. Если ты прочитал меморандум, то после прецедента, когда страна какая-то, а именно в данном случае Украина, отказавшись от ядерного оружия, потеряла территорию, и есть претензия на потерю территории, в этот момент весь мировой порядок нарушен. Мужчина, ну ты же Весь понимаешь, если Весь не... мир поставлен с головы, с ног на голову. Это значит, что завтра никто, ни один хрен не может сказать Ирану, не делайте ядерную бомбу. Иран имеет теперь полное право сказать, идите, посмотрите, что с Украиной стало. Вот мы такого не хотим. Теперь талибы, какие-то, не знаю, террористы, Пакистан, кто угодно имеет законное основание на любой международной площадке заявить, что без ядерной бомбы мы не хотим повторить судьбу Украины. А Идите смогут ли нахуй, они мы ее будем собрать, делать. сделать? Смогут. Если, Смогут. если бы Это смогли, не уже такая бы сложная сделали. задача. Уже бы сделали. Это не если бы- такая сложная задача. Как, здравствуйте. Привет. Одно содержание только чего стоит. Не такая уж сложная. Чего стоит? Что ты знаешь о содержании? Расщепить атом плюс удержать эту энергию. Расщепить атом? Никто не расщепляет атом. Ну а как она, механизм какой у нее? Так вот, теперь можно тебе светить тебе в твою голову, да? Конечно, Как делается можно. ядерная бомба. Так вот, есть два материала, уран и плутоний. И это В заря... природном Это... состоянии, Да, в они природном же... состоянии они непригодны для именно ядерной бомбы. И непригодны для топлива ядерного на атомные станции. Но, если обогатить, тогда и уран, и плутоний являются
А Из как него процесс, можно просветите, сделать- дальше просвети, процесс обогащения как происходит? Процесс обогащения нужно построить завод для того, Вот, чтобы обогатить уран. вот, вот. Вот. Строится этот завод, обогащается уран, и как только ты получаешь обогащенный уран, ты можешь, как на конвейере этих ядерных бомб, шлепать каждый А день у по 10 штук. плутония, можно еще вопрос, а у плутония и урана есть свои атомы? Не понял. Ты про что? Я вопрос не понимаю. Есть плутоний или уран? Атомы есть у всех Во, веществ, есть атомы. во, я Причем про здесь то же, атомы? да. Причем здесь атомы? В тебе тоже есть атомы. Так что? Безусловно, да. Ну, так а к чему вопрос? Вот к расщеплению атома урана или Какое плутония. расщепление? Что ты несешь? Энергия откуда появляется? Ядерная реакция. Вот. Ее надо как-то Что добиться. Добиться? Я же тебе сказал. Как только у тебя есть обогащенный уран, ты можешь делать ядерные бомбы. Это как пирожки на кухне настряпать. Как пирожки на кухне. Совершенно Блин, верно. это как недавно вы деньги на нее собирали. Это была шутка. Шутка-то Ну, была вас с юмором шутка, но были. бабки собрали неплохие. Ты получил их? Я? Да. Ты участвовал? Ни в коем разе. Это изначально для меня было понятно, что это афера, это шутка. Это не афера, это шутка. Это афера. У нас собирали деньги на киллера для Путина. Он в кафе можешь зайти, посмотреть там для киллера для Путина. Там можно бросить копеечку. Это шутка, понимаешь? Да. Кто-то пишет там в кафе, знаешь, А как деньги маленькие кидают? кафе же. А деньги Там кидают? банка, чтобы туда чаевые бросали. Написано, Это не он ушел, я думаю, рулетка переключила. Вот так шутки у них. Ну да. Я, конечно, не физик-ядерщик, но я прекрасно понимаю, что чтобы обогатить уран, то, что есть понятие там грязный атом или еще что-то такое, это нужны светлые головы для этого. Просто так это все не сделаешь. Это нужны целые... Чернобыль целый нужен. А у них, видите, как просто. Как будто на кухне поставил пару колбочек, подогрел и вперед. Молодцы, ребята. Баскетболист, здорово. Здорово. Что ты смеешься? Ну ты утек в тот раз, когда я начал твоему Люду говорить, что нехороший ты человек, обманываешь своих подписчиков. Слушай, а ты с какого города вообще? Я с ПГТ, это больше можно сказать ПГТ. Ну да, областной центр рядом какой-то, большой город. Бамберг. Назови. Бамберг. Кто? Бамберг. Что это такое? Где это находится? Какая страна? Германия, Бавария. И топишь за Русню, да, сидишь? Я топлю за Германию, но считаю, что в вашем конфликте виноват Киев. В чем? В том, что Россия напала на нас, это Нет, этот конфликт начался, не с этого. Конфликт начался с вашей гражданской войны. А кто? Граждане России воевали с гражданами Украины, правильно? Нет, граждане Украины разошлись как раз во мнении, вот который господин нехороший портрет у тебя Хорошо. в зале. А на Крым кто напал? Кто тут на Крым? Российские войска предоставили при чем тут граждане Украины тогда, на Донбасс, при чем тут? Донбасс оккупировал Крым? Или Россия? Крым оккупировал Донбасс? Ну, конечно. Ну, так не Донбасс же, правильно? При чем тут Донбасс тогда? Ты меня вообще сейчас... Крым оккупировал Донбасс? Ну, вот я тебе говорю, ты говоришь, что у нас были проблемы с Востоком, с Донбассом. Да. А Крым-то не Донбасс оккупировал, а Россия, значит, ты не прав, правильно? У тебя логика нарушена. Ничего не нарушено. Крымчане решили от вас отколоться, и российские войска предоставили им безопасность для проверения. А где я могу почитать, где крымчане обращались к России, чтобы они им помогли? Где я могу об этом узнать? У крымчан. А как я могу узнать? Они не обращались? Есть документ какой-то, где они обращались за помощью?
У крымчан поинтересуйся. А как они? Они вышли все на пляж и начали кричать: «Алло, Россия, помоги!» Это так выглядело? Вот именно так, когда, помнишь, на Крым шли Откуда? с Нет, мы американским не флагом, слышим, с откуда американским эта информация, флагом, что и вы крымчане кричали: обращались за «Америка помощью?» с нами!» Слушай, а где Еще раз. миллионы Ну всё, видео ты от загорелся, крымчан? Ты сливаешься? Ты все, диалога сливаешься. я правильно Нет, понял? нет. А где Не миллионы потянул? видео? Я не сливаюсь ни в коем случае. Где я могу А посмотреть где обращение миллионы крымчан, которые видео, просили где миллионы помощи? роликов от крымчан, которые говорят, что они оккупированы и просят помощи теперь у вас? Где эти Смотри, все? секундочку. Смотри, я тебе отвечаю на твой Я вопрос. такие же вопросы могу задавать. Да, я отвечаю на твой вопрос. Смотри, в 2012 году были выборы в парламент Крыма. И проукраинская партия, партия регионов, которая была за Украину, набрала 68%. Ну, То есть здесь я могу видеть, что крымчане хотели в Украину. Партия Аксенова, который сейчас там, да, главный, который был за Россию, она набрала 0,03%. И вот я вижу мнение крымчан, да, конкретно без оккупации. Потому что, например, референдум, который там прошел, он в состоянии оккупации недействительный по Женевской конвенции. Референдум в состоянии оккупации недействительный. Мало того, я тебе ты скажу, меня- подожди, я я не заканчиваю. юрист. Я не юрист, Да, я да, без да, понятия, ты действительно, не юрист. недействительно. Если ты не юрист, Я свое отталкиваюсь мнение от засунь себе в людей. задницу, да, если ты ничего не знаешь, тут я знаю, тут я не знаю, Нет, да, я знаю, просто Не я нужно тебе, сюда смотри, и одна часть... высказывать свое мнение, да. Да я Твое теперь мнение скажу, ни на да чем я не тебе, ты основано. много Ты понял? говорил, да я теперь по Ты этому понял, поводу что твое что-то мнение ни на скажу. чем не основано, да? Да я теперь по этому поводу Да. что-то Я скажу. надеюсь, ты поменял свое мнение, потому Ты что что, мне мнение звук твое выключил? фейковое, да? Ты мне Никакие звук выключил? доказательства ты мне привести не... Я тебе то же самое тогда сделаю. Звук выключил и сидит, болтает там. Нет, диалог у нас, давай, у тебя есть вопрос ко мне, я отвечу. Чего? Я тебе хочу по поводу Крыма, вот то, что ты наговорил, я Давай, хочу давай. сказать по этому поводу. Смотри, я так смотрю на это дело. Одна часть людей говорит, что это незаконно. Другая часть людей говорит, что это законно. Я А как почему ты человек... веришь? Ну да, я выговорюсь. Давай. Вот это я вижу, да. Я как человек, я не юрист. То, что и с этой стороны юристы говорят обратное, друг другу противоположное. Я смотрю на объект, на людей, которые там находятся, и вот Да. они согласны с тем, что там произошло. Уже 10 лет прошло, 11 лет прошло. А с чего ты взял, что они согласны? Да я беседую с ними здесь. Я не если вижу они- роликов я- просьбы о помощи. Я услышал, я понял. А с чего ты взял, что они тебе не врут? А как мы тогда можем вообще, если они будут просить о помощи, как мы можем утверждать, что они не врут? Объясняю тебе. Вот меня, допустим, помести сейчас в Крым, да? И задай мне вопрос, ты за кого? Я буду себе думать, так, меня вокруг ФСБ, менты, да? Непонятно, кто это человек, может быть, ты ФСБшник. Да я буду говорить то, что надо. Даже я. Ты правильно размышляешь, ты правильно Секундочку, размышляешь. я договорю. Я буду говорить, что я за Россию, даже если я за Украину. Поэтому то, что ты не утверждаешь, что я здесь общаюсь с кем-то, это не работает. Нет, да? смотри, ты правильно понимаешь, размышляешь, но упускаешь один момент. Какой? Ты говоришь ты как личность, одна персона, а там на территории Крыма 2 миллиона людей. Вот если бы Вот. было их большинство, за большинством никак не придут, понимаешь? Секундочку, хорошо. Ты говоришь 2 миллиона людей, ты пообщался с 2 миллионами людей в чат рулетки? Нет, конечно. А как ты определил, что их 2 миллиона? Почему не 3, не 2, Подожди, не 2,5? население Крыма это же известная цифра. А что, мы же только что с тобой определили, что они могут врать, потому что они боятся ФСБ. Это как один может врать. А есть А они, почему- смотри, а почему- прошло а почему 11 можно лет. врать один, а не все? Нет, прошло 11 лет. Они же люди между собой общаются. Не-не-не, вот Они смотри, бы знали местные один может врать, настроения. Не потому бы, что он а они боится знают ФСБ, местные а почему все не настроения. могут бояться ФСБ? Потому что за всеми не придут. Ты представь, сколько надо ФСБшников. Ладно, 2 миллиона населения, возьмем хотя бы Да. половину, это 1 миллион человек. То есть,
А с чего ты взял, что 2 миллиона за Россию? Где ты это, как ты это Нет, 2 миллиона это вообще население. Я тебе говорю, даже возьмем хорошо, половину, нет, ты из уже- них половину. Хорошо, как ты... Миллион, уже не 2, уже миллион. Как ты определил, что миллион за Россию? Ты можешь следовать нити нашей беседы? Мы сейчас Я задал простой мы вопрос. представляем с тобой сейчас гипотетические. Гипо- Как Не, и мы что? по факту, так Какие что у тебя мнение определения? сложилось- Не, секундочку, Определения у тебя уже сложилось произошли. мнение, что миллион человек, уже не 2, уже миллион, уже хорошо, уже так, уже заднюю дал немножко ты. Скажи, пожалуйста, как ты миллион? Ты миллион человек опросил в чат рулетки, откуда ты узнал их мнение? За 10 лет сколько мы видели и слышали оттуда голосов? Мы это кто и сколько вас, и где Вообще их вы люди, видели? человечество. Люди Ты там, по конкретно, твоим словам, в человечество, опасности. где ты Иди видел дальше миллион мячик человек? Как ты катай. их увидел? Как Там ты 2 об этом узнал? миллиона человек, по твоим словам, в Уже опасности. миллион, уже не 2, уже минус миллион. О, Господи. Скажи, пожалуйста, Ты- как вот ты это узнал, все, что вот миллион это твоя человек манипуляция. за Россию? Как это ты определил? Я тоже Ты на хочу стриме определить. сейчас? У меня дикое желание определить миллион крымчан, увидеть это. Как ты это увидел? Ты на стриме сейчас? Люди, бегите от него. Ты Он будешь врет отвечать вам. на вопрос или нет? Он ты врет сливаешься. вам. Он поставил не будешь сзади отвечать на фашиста. Хочешь, я тебе покажу, Всё, что это фашист? всё. Посадили в лужу клоуна. Всё, Какую запомни. лужу? Ты слабый, сейчас и уши у тебя гипотетический торчат, уши разговор такие идиоты, переводишь куда-то в Бородка какие-то дебильная цифры. какая. Ты совсем Зрение сумасшедший. плохое, сам ты какой-то дебил, который все, шел вон, слился идиот. Это сам убежал, блядь. Ой, где это что-то. Понять же можно было, что мы сейчас гипотетически представляем, да, что вот население мы точно знаем цифру. 50% берем гипотетически, что даже если они против, то мы не слышим этих голосов. И заткнуть такое количество людей голосов невозможно никакому ФСБ, КГБ, ЦРУ или ФБР. Невозможно в современном мире с нашими технологиями сделать это невозможно. Иди дальше свой мячик шлепай. Он, походу, еще на стриме был. Вот это фикус.